10 сентября в Анталии был зафиксирован толчок магнитудой 3,7 баллов. Его эхо ощущалось в других районах Турции и даже на Кипре. Позже толчки были зафиксированы 22 октября с силой 3,2 балла. Во вторник днем 27 октября произошло очередное землетрясение у берегов Алании, в провинции Анталии магнитудой 3,2 балла. Это землетрясение напугало местных жителей. Но не своей силой, а тем, что оно произошло всего через 5 дней. А такие частые землетрясения все же не характерны для Анталии. Землетрясение в 7 баллов по шкале Рихтера произошло в пятницу 30 октября между Турцией и Грецией, в результате чего пострадало сразу несколько городов, включая курортные в обоих государствах. А эхо толчков докатилось даже до Афин и Стамбула. На территории Греции толчки длились несколько минут. Данные Турции говорят о 15 секундах. На острове Самос началась паника. Люди до сих пор остаются на площадях и улицах. На восточной части острова рухнуло несколько зданий. На курортном острове Кос туристов призвали покинуть пляжи. Также здания были разрушены и повреждены в Измире и в его окрестностях. Недалеко от турецких берегов Эгейского моря, в районе курорта Кушадасы, в пятницу 30 октября произошло второе крупное землетрясение. Толчки раздались в 18:14 по местному времени. Как сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям МВД Турции, повторный авторшоковый удар был заметно слабее, но его все еще считают опасным. Сейсмологи определили его силу в 5,1 балла. В общем, после первого сильнейшего удара в Турции по состоянию на 19:00 было зафиксировано 97 авторшоков, 20 из которых были магнитудой более 4 баллов. Землетрясение между Турцией и Грецией ожидаемо привело к цунами в провинции Измир. Море отступило, после чего морская вода обрушилась на берег. В некоторых местах вернувшаяся вода разлилась в сторону населенных пунктов. Так, улицы Сефери-Хисаре, наиболее пострадавшего города в провинции Измир, захлестнуло морской водой на метр. В субботу Измир содрогнулся от еще одного землетрясения. Утром около 8:30 по местному времени произошел сильный авторшок магнитудой 5 баллов. Чтобы как-то помочь пострадавшим в Измире, 13 отелей открыли свои двери для бесплатного проживания пострадавших, которые остались без крова. Согласно официальных данных Турции, на состояние раннего утра субботы число погибших в результате землетрясения возросло до 20 человек, число раненых до 786. Подписывайтесь на канал Travel.com, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Вишневский Павел, путешественник и эксперт туристического бизнеса.